Привет, ARMY. С каких это пор у двух самых любимых участников BTS появились новые аккаунты в Instagram? Недавно Чингук решил провести прямой эфир с этого аккаунта. Что самое шокирующее, трансляция началась без всякого предупреждения. В считанные минуты мир фандома был потрясен не только внезапным появлением прямой трансляции, но и внезапным появлением на экране двух знакомых лиц, Чингука и Тэхёна, через ранее неизвестный аккаунт в Instagram. Без официального объявления от HYBE, без персонала, без каких-либо производственных фильтров эти двое сидели в тускло освещенной комнате, смеясь и шутя, словно их не снимали камеры. Это был не просто прямой эфир, это было молчаливое заявление, которое потрясло самые основы общения айдолов и фанатов. Это была просто ностальгия или начало давно обсуждаемого крупного сотрудничества? Тот факт, что аккаунт был создан всего несколько дней назад, но уже был подтвержден, привел к появлению множества теорий. HYBE не дали никаких разъяснений, и именно поэтому хроника событий заполонили домыслы. Наблюдатели назвали это стратегическим ходом. Аккаунт, возможно, был частью цифрового эксперимента, призванного отделить их публичные идентичности от официальной рекламной программы HYBE. Самым примечательным моментом стал момент, когда Чингук хрипловатым голосом произнес: «Мы собираемся это сделать, да?» ARMY что-то подозревают. Простая фраза, но полная многослойного смысла, породившая теорию о том, что это начало секретного проекта, которым они управляют самостоятельно. Неназванные источники в СМИ заявили, что эта трансляция не была спонтанным актом, а скорее частью двухнедельного плана, и что они искали более уединенные пространства, свободные от корпоративного контроля. Реакция ARMY также отразила необычайную эмоциональную связь. Многие назвали эту прямую трансляцию величайшим подарком года, учитывая, как редко они общались лично с тех пор, как сосредоточились на сольном продвижении. Один из самых трогательных моментов был, когда Чингук опустил глаза, сдерживая смех. Тэхён просто смотрел на него с улыбкой. Атмосфера была такой настоящей, такой интимной и совсем не рекламной. «Нам пора снова стать двумя идиотами, которыми мы были раньше», — сказал Чингук, усмехнувшись. «Но на этот раз мы контролируем ситуацию», — добавил Тэхён, попивая теплый чай. Не было никакой съемочной группы, не было профессионального освещения, только они вдвоем и маленький экран, соединяющий их с миллионами сердец. Они смеялись над уведомлениями в Instagram, которые нельзя было отключить, шутили об алгоритмах и жаловались на то, как технологии ограничивают настоящее общение с фанатами. Когда Чингук случайно пролил воду, Тэхён тут же протянул ему салфетку и сказал: «С каких это пор ты стал таким беспечным?» Эта сцена довела ARMY по всему миру до слез. Многие связывали это с решением Чингука удалить все свои публикации в Instagram в начале этого года и с тем моментом, когда Тэхён ненадолго подписался на загадочный аккаунт, а затем поспешно отписался. Суждения росли, от возможности создания нового творческого юнита до более личного, независимого документального и цифрового проекта. Наблюдатели увидели в этом тонкую форму сопротивления, не прямую, но достаточно мощную, чтобы показать, что они начинают контролировать свою собственную историю. В эмоциональном плане это было не просто визуальное воссоединение, это было заявление о том, что, несмотря на время и приоритеты, разделяющие их дружба никогда по-настоящему не умирала. Чингук и Тэхён продемонстрировали, что они все еще два друга, которые хотят проводить время вместе, не как промышленные продукты, а как люди, стремящиеся к общению с теми, кто любил их с самого начала. На момент написания этой статьи HYBE не опубликовали официального заявления. На просьбу подтвердить их представитель просто ответил: «Мы не можем комментировать в данный момент». Это молчание лишь усиливает подозрение, что действия Чингука и Тэхёна не были частью официальной корпоративной повестки, а скорее преднамеренным, спланированным, возможно, революционным личным шагом. Начало ли это новой эры для BTS? Первый шаг к независимому каналу коммуникации? Очевидно, что менее чем за 20 минут эти два друга преобразили настроение миллионов поклонников, от тревоги к эмоциям, от тоски к надежде. Эта простая прямая трансляция может стать началом следующего большого сюрприза, тихим заявлением о том, что будущее BTS все еще полно неизведанных возможностей. Неожиданная атмосфера. Во время почти 20-минутной прямой трансляции они сидели рядом друг с другом в тускло освещенной комнате, освещаемой лишь теплым светом из угла.
Никакого профессионального оборудования, никакой съемочной группы, только они вдвоем, непринужденно сидя, смеясь, болтая и, к всеобщему удивлению, обсуждая глубоко личные темы. Чингук начал разговор с застенчивой улыбки. «Арми, возможно, будут шокированы этим, но мы просто хотели провести тихий вечер». Тэхён добавил свою коронную шутку: «Мы вернулись, как те два идиота, которых вы все так скучали». Самый трогательный момент наступил, когда Чингук посмотрел на Тэхёна и тихо спросил: «Мы действительно это сделаем, правда?» Тэхён лишь кивнул с улыбкой, намекая, что это не просто прямая трансляция, это начало чего-то большего. Скрытые подсказки и большая тайна. Некоторые внимательные фанаты заметили, что аккаунт был верифицирован всего через несколько дней после создания. Как такое возможно? Был ли это официальный личный аккаунт, который все это время был скрыт? Или аккаунт для совместного проекта, который тайно готовился? Источники в индустрии утверждают, что прямая трансляция была не случайной. Это часть нового цифрового эксперимента. Они хотят создать по-настоящему свое пространство, сказал журналист, специализирующийся на К-поп, пожелавший остаться неизвестным. Многие фанаты даже связали прямую трансляцию с давней проблемой – желанием Чингука и Тэхёна создать дуэт со своим стилем и контролем над собственным контентом, не только музыкальными промоушенами, но и документальными фильмами, прямыми трансляциями и даже эксклюзивными интерактивными концепциями с фанатами. Реакция Арми – смесь эмоций, смеха и надежды. Социальные сети мгновенно наводнили эмоциональные отклики. Многие плакали, потому что скучали по этим двум вместе, некоторые считали это чем-то вроде воссоединения семьи, а многие назвали это самым драгоценным моментом с момента перерыва BTS. Один комментарий фаната на X стал вирусным. «Я думал, что это смонтировано». Но когда Тэхён рассмеялся, а Чингук смущенно опустил взгляд, как и прежде, я понял, что это правда. Это была не просто прямая трансляция, это было признание в любви к ARMY. HYBE молчит, мир спрашивает. На момент написания статьи официального заявления от HYBE не было. На просьбу подтвердить это представитель просто ответил: «Мы не можем сейчас комментировать». Этот крайне неоднозначный ответ лишь подогрел домыслы, делали ли Чингук и Тэхён это без одобрения руководства? Было ли это формой творческого освобождения? Или началом новой эры для BTS как личностей? Это только начало. Какой бы ни была причина этой трансляции, одно можно сказать наверняка: Чингук и Тэхён открыли новую главу в своих отношениях с Арми. Не как айдолы, созданные лейблом, а как два друга, стремящиеся возродить настоящую связь, спонтанную, без границ. Они возродили надежду, за тишиной и долгой паузой все еще кроется подлинное единение. И, возможно, только возможно, это не просто очередной прямой эфир, а молчаливое приглашение Арми присоединиться к ним в новом путешествии, в которое они отправляются. Теперь миру остается только ждать. Будет ли еще одна трансляция? Вскоре ли выйдет дуэт? Или это начало настоящей эры Тхэкук?